Доброе утро. Всю ночь шлепал дождь, а в 6 утра меня разбудил топот по крыше, бегали белки. И топали, и топали, и топали. И там она не одна, и так, знаете, комарья полно, плюс 15-16, и все время был дождь. А сейчас мы идем кофе пить, я сейчас покажу, новый взяли. Вот такой. Пуру называется. Это местный, да. Кто местный, тот поймет. Шучу. Просто есть такой район Видавирума, Пуру. Вот это, значит, стопроцентная арабика. Не знаю, мне такой с виду понравился. Пахнет хорошо здесь через дырочки. А чей он даже не знаю, средний этот. Тут в лесу все пойдет. Да, не говори. Ну, в общем, новенький какой-то. А когда кофе будет? Сейчас я новенький открываю там. А у нас ром есть, ты взяла с собой? Вот я все взяла, а ром не взяла. Ну туда покапать в круг. Ну сейчас пойдем что-нибудь искать другое, что покапать. Да, обязательно надо. Так, на завтрак у нас будет руки пала, такие как половинки. Сейчас покажу хлеба. Я зрителям рассказываю, ага, говорит, думаю, это ему. И вот такая колбаса, я вчера ее показывала, или когда там куриная. Вот такая. Потом, что еще возьмем? На булочку возьмем красную рыбку. Еще чего-нибудь. А в качестве масла я себе турецкий творожный сыр, вот этот очень люблю. Так, а еще у нас есть колбаса с сыром. Ну, наверное, так много не надо открывать сразу. Сидим, пьем кофе. И дождь. Сейчас покажу вам тортики. Хочется тортиков к кофе. И как ты что будешь делать на участке, если льет? Даже домик убрали. Вот. Надо бы крышу ему сделать. Такую рубероидную. Ну что за климат? Тут заселился? Да, в этот скворечник кто-то заселился. Да. Да? Да. Не знаешь, кто? Кто? Нет, не знаю. Ты Так... не видела? Нет, видела, она такая маленькая, я даже не знаю название. Надо будет спросить потом у зрителей. А тот еще пока пустой. Угу. А к кофе торт. Торт ностальгия. Я сейчас еще второй покажу. Уже много съели вчера, еще очень вкусный. Вот этот ностальгия. Он есть в Сельвере, Видавирума я видела. У нас в Коп, и тоже в Сельвере, но не везде, в Таллине. Очень он вкусный. Вот точно как раньше. Не зря ностальгия. Вот, а это второй какой-то. Когу пимо, творожный с чем-то вроде. Сейчас посмотрим, что у него там. Вот такой. Тоже хороший. Это моя степакар, не помню. Бумажку выкинула в камин. Вкусно. Так, будем угощать наших птиц. Убрали домик, пока с улицы льет страшно. Хочу сюда покрытие для крыши. Куда ты? Это что за чё? Вась, ты будешь стихи читать? Нет, здесь телефон не достанет. Надо дальше по длине, это мало. Песня мышонка. Да. Какой хороший пень. И танцуй. Какой чудесный день! Нет, надо еще подлиннее, это мало. Какой чудесный я! Какой хороший. Песенка моя! Здесь хорошо телефон берет под... Да, все, а интернет здесь, ну вот. Лес, да, абсолютный лес, озеро там, конечно. Все. Так, идем с вами кормить, угощать птичек. Значит, у меня специальный сбор для кормления птиц. Мы не кормим их ни булкой, там, ничем, а только специальные семена подсолнечника. Вот такие. Так, все, тихо, я замолкаю, муж работает. Муж на работе. Разбираемся, это, конечно, столько всего, что это, ну, невозможно. Вся комната завалена, все в каких-то вещах, что-то. Пока это все разберешь, ужас. Книги, тут вещи у нас в шкафах.
Вот, и тогда получается, что книги оставим на комоде, потому что Кристина набрала огромное количество. Это она обожает, вот это вот все. Я, поскольку здесь стою рядом, могу показать вам, что. Тут что и подарили ей, наконец, с 9 класса, и что она просто из дома взяла. Вот, Самарский «Радуга для друга». Лавринович Ася «Любовь по сценарию». Сипсик – это детская книга, но эстонская национальная куколка. Но дело в том, что язык читать, переводить без переводчика желательно. Это в качестве учения языка. Она тоже взяла, чтобы читать. Эти из дома взяла. Ну, это тоже такие уже, наверное, больше детские, но все равно. Вот такую новую Ася Лавринович «Любить за 90 секунд». Горькие рассказы для детей. Человек-амфибия, голова профессора Доуля. Перечитывает, наверное, что она читала, я знаю. Принц и нищий тоже читала. Наверное, хочет освежить. Просто не знаю. Или, как мы еще договаривались с ней, что она будет читать и оставлять на дачу уже, чтобы домой обратно не везти. Чучело. Юные герои Носов. Герои Великой... это Вася. Муж хотел, чтобы она немножко про историю вот знала. Да, правильно. Зеленая миля Кинга. Любит эту вещь. Кот Сократ Самарского. Это она читала. Почему привезла, не знаю. Еще Самарский. Приключения этого собачка, наверное, какая-то в Альпах. И еще Самарский Кот Сократ. Театральные приключения. А здесь чудесная девочка Бернет. Балетные туфельки. Сейчас она дочитывает, по-моему, последнюю из серии Гарри Поттера. Все собрание она прочла, и вот сейчас она дочитывает. Ариэль Беляева. Старшая дочь очень любила эту книгу в детстве. Пошла Кристине купила тоже такую. Зачем муж купил Чук и Гек, я не знаю. У нас есть своя, и она ее прочла, но он говорит, надо. Не знаю, я говорю, ты себе, наверное, хочешь больше. Это Коэ Раэлю «Жизнь собачья». Это моя книга. Это здесь тоже все так, типа стихи, но эстонский. Тоже хочет подтянуть. Так. Джани Радари. Не знаю, это муж. Почему-то он каких-то детских набрал. И «Дети леса». Вот такая первая часть тоже. Так, а это мои. На лето, если будет хоть капелька времени на себя почитать. Не прибить гвоздь, чтобы повесить эту вот деревяшку кожаную. Пыльно все, конечно. Ну, свою поставлю здесь. Здесь братья Карамазовы. И еще есть всегда на даче, знаете, бывает нет энергии, света, бывает нет интернета. И тогда всякие скановоды и викторина. Ну, викторина это когда интернет есть. Кроссворды. Кристина, кстати, тоже любит кроссворды. Ну, вот так. Это на лето. Это она съест очень быстро. Все, она их глотает. Кажется, я слышу звук в машинке. Наверное, прекратился дождь хоть на 5 минут. А муж пошел сразу косить. Читает Поттера, сидит. Так. Все, слава богу. Немножко прекратился. Маргаритки все такие закрытые. Показала ему, что здесь косить. Подошли все вот эти гортензии, которые мы сажали. Это вообще как-то не приросла. А потом мы посмотрели, что здесь 3 свежих среза. Видимо, побеги были. 3 свежих среза. Потом мы решили посмотреть на остальные. Тут тоже где-то срезы. Даже со старой нашли срезы. Свежие срезы, я имею в виду, не при покупке. Да, где-то тут я тоже видела. Ну, надеюсь, им это не помешает расти. А тот, кто сорвал, надеюсь, у вас будет хорошо тоже цвести, потому что кусты красивые. Цветут хорошо. Но вот этот, я надеюсь, все-таки, что он
Раз, два, три. Вот эти вот здесь были побеги. Значит, он не мертвый, к тому, что мне его не выкидывать. Ливень опять. Ой, Вася. Весь день дождь. Начал косить муж, и все равно пошел ливень. В общем, косить должна буду я, наверное, когда он уедет. Сейчас разводит огонь, а будем колбаски делать уже вечер Ты ему. будешь косить, а я тебя в зад толкать. Колбаски сейчас сделаем, муж поедет, ему Мы надо. как-нибудь скосим. Да. А у нас колбаски снова. Аппетитные. На можжевельнике маленький птенец вороненка. Сидит, горланит. Запутался, мокро. Смешной такой. Хорошенький, пушистенький. Не улетает, не боится, потому что не умеет бояться. Подходи, подходи. Вот. Ну, ты кто? Давай знакомиться. Ты кто? А? Здрасте. Что ты мокрый ты такой? Мокрый. Ну, давай, давай. Давай крылышками бляк-бляк. А здесь ландыши лесные. Ой, нюхайте, как пахнут. Я Васин шашлык чувствую. Отсюда пахнет. Ой, как дома хорошо, уютненько. Все время дождь, все время какая-то влажность. Хорошо, когда тепло. Дома хорошо. Но все-таки удается покосить. Дождь замолчал хоть, но ненадолго. Уж вообще ловили. Что у меня пар изо рта. Холодно тоже как-то. На улице комарье. У нас новый друг вороненок. Мужа провожаю. Уезжает. А мы остаемся. Пока.